За столетия российской автомобильной промышленности только одна удачная самостоятельная машина. В наше время машина красивая сзади – большая редкость. Пожалуй, самое интересное в этом видео получилось Audi A6 1997 года. Играя в дизайн, с внутренней стороны этой двери итальянцы написали «Чао». Когда водитель будет ее закрывать, заодно прочитает реплику своей машины на прощание. Красивая машина, как красивая девушка, сердца покоряет сама. Не дожидаясь реакции рынка и результатов чужих продаж, Ford в том же году сделал свой ход легковой пикап Maverick. Это самая горячая бабушка страны, жгущая резину. Бабушка Энни коптит небо, как и предписывает возраст, но делает это буквально. Здравствуйте. В России мало что на своих местах. Рязань стоит не на месте Рязани. Переславль-Залесский не на месте Переславля-Залесского. Даже Куликово поле не совсем то, на котором памятники. Россия старательно бережет в себе варварство, умеет уничтожать, жечь дотла, рушить до основания, теряя память и не желая восстанавливать, чтобы как прежде. Отдельные семьи хранят дедушкины книги, бабушкин фарфор, но от дедушки с бабушкой порой даже могилы не всегда остаются. Уж тем более не остается счет в банке, как и сам банк, как и сама страна. В Великобритании паб проработал 460 лет, открылся в деревне Лингтон в 1564 при королеве Елизавете I, пережил десяток войн, смену монархов, исторические потрясения, 2 мировые войны. И остается на этом же месте, не сменив профиль деятельности. И попал в поле зрения прессы только потому, что заканчивался контракт с арендатором, и Великобритания затаила дыхание в ожидании его продления. В России так не бывает. Никто и ничто не сохранится на месте, при своих делах занимаясь тем же самым. Всегда придут, отберут, убьют, сожгут. В Англии и других странах прийти и отобрать сложнее. Хотя люди во всем мире одинаковые, и нынешний Трамп не сильно отличается от любого пирата с тесаком, претендующего на чужой сундук с золотыми дукатами. Но в Англии есть закон, репутация, общество. Отнять крайне затруднительно, не отдадут. И поспорят не только законом, но и кулаками. В России не только не заступятся, но и первыми придут на пепелище за трофеями. В Англии закон не позволит отобрать. В России отобрать позволит закон. Путин 20 лет не мог отобрать себе аэропорт Домодедово. Вычислял владельцев, разбирался в схеме управления, распределения долей, а потом принял закон о конфискации. Теперь в России есть закон, позволяющий отобрать все, что нравится. Данон, Рольф, пивоваренную Балтику, Волжский Оргсинтез, Дальнегорский ГОК, Калининградский порт, Пермский речной порт, Ростовский оптико-механический завод было ваше, стало наше. Ну и только Сбербанк цинично заявляет себя с 1841 года, делая вид, что как английский паб не двигался с места 184 года, но претензии по исчезнувшим в перестройку вкладам не принимает, поскольку учрежден лишь в 1991. Автомобили в России удавались только до революции, пока заводы были частными. Пузырев, Фрезе, Рябушинский, Леснер, Руссобалт. И перестали получаться, как только заводы стали государственными. За столетия российской автомобильной промышленности только одна удачная самостоятельная машина. Окно возможностей приоткрылось в 90-е. В стране возникли частные заводы, пришли иностранцы. За границу закрыли в связи с войной. Своих независимых уничтожили раньше, чтобы не мешали. У черкесского Дервейса шансов не было изначально, но ростовский Донинвест был полноценным конкурентом. Его боялся АвтоВАЗ и УАЗ. Донинвест государство обанкротило одним распоряжением, конфисковав все деньги. Обнадеживал Автотор. Он на старте принял стратегически верное решение, став филиалом Русской Православной Церкви и закрывшись Министерством православия от нападок государства, но свое производить не стал. После первого поколения Kia Sportage решил сосредоточиться только на чужом. Но ведь ГАЗ и УАЗ, они пока частные. Почему же в мире частные заводы могут, а в России нет? Потому что к частной собственности необходима свобода.
Тюрьма народов, Российская империя до революции эту свободу имела. Нынешняя демократическая Россия – нет. Два крупнейших олигарха, Дерипаска и Швецов, владельцы газа и УАЗа, не свободны сами и не позволят свободу своим активам, тем более заводам. Гегель. Для того, кто сам не свободен, не свободны и другие. Дерипаска и Швецов тратить деньги на автомобильное производство будут ровно настолько, чтобы заводы не умерли, но и не процветали. Поскольку в случае процветания их немедленно конфискуют и подарят Кадырову. Высший тип свободных людей следует искать там, где приходится преодолевать самые сильные препятствия в 5 шагах от тирании, у самого источника грозящего рабства. Фридрих Ницше. Если Ницше прав, то не все потеряно. Россия сейчас в состоянии тирании. Вот-вот вернет себе рабство. Значит, свобода где-то рядом. Суд в Германии решил пересмотреть список смертных грехов. Чтобы удобнее наказывать людей, для немцев смертных грехов зафиксировано в 2 раза больше, чем изначально обещано новозаветным посланием номер 1 от Иоанна. Специально для водителей Германии существуют другие грехи, и они тоже смертные. Количество совпадает. У христиан и немецких водителей их поровну, по 7 штук каждому. Следовательно, у пешеходов их всегда 7, а у немецких водителей 14. В Германии водительские смертные грехи внесены в Уголовный кодекс и караются в соответствии со статьей 315 Си. В прошлый раз суд редактировал смертные грехи 60 лет тому назад, и теперь хочется понять, насколько актуальны прежние, не накопились ли новые. В грехах образца 1965 года 7 смертных преступлений, за которые полагается тюрьма: проезд на красный, невежливый обгон, испуг пешехода на переходе, превышение скорости, игнорирование помехи справа, движение задним ходом на автобане, отсутствие пестрой жилетки. За каждое из этих нарушений немцам полагается кипящий котел со смолой и уголовная статья. На самом деле эти виды опасности не устарели. Они изначально были ошибочными. 60 лет тому назад судьи, в соответствии с профессиональными привычками инквизиторов, возомнили себя святыми, придумали грехи, назначили наказания, и все они свидетельствуют только о глупости судей. Все 7 нарушений не являются более смертельными, чем остальные, и выделять их в отдельную категорию особо опасных было глупо. Езда под кирпич не менее опасна, чем проезд на красный, но за кирпич штраф, за светофор кипящий котел с чертями. И вот по прошествии 60 лет даже юристам стало очевидно, что те судьи были примитивными профанами. Но ведь признавать этого не позволяет профессиональная этика, в связи с чем принята ласковая формулировка «нормы права устарели, вызовы времени требуют новых решений». Поэтому судьи выезжают подальше от столицы, в Нижнюю Саксонию, в город Гослар, где устраивают междусобойчик с выяснением главного, насколько сильно их коллеги ошиблись 60 лет тому назад. Попутно необходимо решить пару сопутствующих вопросов: какие грехи убрать, какие заново придумать. Первый на удаление из списка смертных грехов просится жилетка. В Европе в каждой машине должны быть яркие жилеты со всякими световозвращающими украшениями, видными в темноте и пугающими в остальное время суток. В 1965 году они выполняли функцию белого флага капитуляции и эфирного позывного «Мэйдэй». Все вокруг немедленно озадачивались и что-то были должны, то ли бросаться на помощь, то ли разбегаться. Зато публика в сломавшейся машине считалась, благодаря ярким жилетам, в полной безопасности. Но статистика страховых случаев не подтвердила спасительные функции жилетов. Все годы они никак не мешали и не помогали. От них ничего не зависело, и ситуация из-за них никак не менялась. Ни пользы, ни вреда. Поэтому расстреливать за их отсутствие отныне не обязательно. Зато в список смертных грехов просится сотовый телефон. Тыкать кнопками в автомобильный дисплей во время движения полностью безопасно, потому что все машины выпускаются с огромными телевизорами внутри, и они полезны, а телефоны, наоборот, всегда опасны, в них тыкать нельзя, они как граната в кармане,
Одно неверное движение, и жизнь заканчивается. Суд на выездной сессии попытается провести рокировку и поменять жилетку на телефон, признав его исчадием ада, смертным грехом, недопустимым проступком перед инквизицией. Специалист по дорожному праву доктор Филипп Шульц-Меркель утверждает, что все эти грехи и прежде не были смертельными, а сейчас и подавно, поскольку многие нарушения совершаются по неосторожности, а не по грубому безрассудству, и сжигать за них заживо на костре не обязательно. Помимо этого имеют значение не только поступки, но и последствия. Если в результате нарушения ПДД никто не пострадал, нет необходимости применять уголовный кодекс и котел со смолой. И наоборот, если при незначительном нарушении есть пострадавшие, но никакого сурового наказания уголовным кодексом не предусмотрено, необходимо создать правовой инструмент, не позволяющий избежать ответственности. Специалисты по дорожной безопасности Германии, видя азарт, с которым инквизиция готовится переписать список смертных грехов, подсказывают, что лучше не сочинять законы, сосредоточиться на профилактике нарушений и помощи на дорогах, а не новых котлах улучшенной конструкции с экологически безопасной кипящей смолой. Антон Павлович Чехов сформулировал идеального человека, в котором все должно быть прекрасное: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Но если вдруг случается, что удались хотя бы лицо, ну и тело, это уже считается достижением, провозглашается образцом и эталоном. В женском варианте совокупность этих внешних достижений открывает путь на обложку Vogue или Playboy, в мужском варианте открывает Голливуд или Men's Health. Привычка к красивым лицам передалась и автомобилям, которым полагается иметь выразительный облик спереди, ну и вполне достаточно функционального баланса сзади. Изредка индустрию захватывает идея детальной проработки не только передней части, но и задней, и, например, в 50-е годы американцы выглядели впечатляюще в любом ракурсе, поскольку дизайнеры не считали свою работу законченной вплоть до задних стоп-сигналов. В наше время машина красивая сзади – большая редкость. Пожалуй, самое интересное в этом виде получилась Audi A6 1997 года, имевшая индекс C5 и 4B. Спереди она была неинтересная, но вид сзади завораживал. Интересных и узнаваемых машин после нее было довольно много, но ни одной настолько же красивой в этом ракурсе. Линдси Уондер занимается татуировками, может набить азбуку Морзе, Джоконду, купола, Винни-Пуха. В свободное от выделки человеческих шкур время она занимается витражами. Красивыми стекляшками делает привлекательными не только культовые сооружения католиков Иллинойса, но и дома богатых атеистов Индианы. Со стеклом, цветом, формой, пропорциями, колористикой Линдси обращается виртуозно, а сама ездит на унылом ящике Chevy Van 1984 года. Он всегда большой, всегда банальный, всегда неинтересный. Дизайнеров хватило только на вид спереди. Над прочим они не работали. Простая форма Chevrolet Van задумана как рекламный носитель и подталкивает хозяев к фирменному стилю, логотипам, картинкам во все борта. Как-то раз после очередной выделанной шкуры какого-то рокера, ставшего ярче и выразительнее, чем его задумывала природа, Линдси пригорюнилась, потускнев от банальности своей жизни и автомобиля, и, паркуя неинтересную машину задним ходом, она неловко свернула собственный почтовый ящик вместе со столбом и разбила об него задний фонарь, рассыпав цветные осколки по всему газону. Инкрустированная трава настроение не изменила, перспектива ехать в магазин запчастей и вовсе удручала, и тогда Линдси решила, что раз она специалист по витражам, то задний стоп-сигнал починит сама. Озарение грянуло внезапно. Пока Линдси обдумывала технологию склеивания внезапной мозаики в единое целое, она поняла, что с тоскливым единообразием формы и содержания пора заканчивать. И вместо обычной красной пластмассы смастерила многоцветный витраж, умело вписав его в ограниченные автомобилем рамки. Тут же отковыряла второй стоп-сигнал и создала еще один витраж. Оказалось, что автомобиль, даже похожий на сундук, это не ящик для наклеивания рекламы,
а холст для творца. И если в остальном вид автомобиля вызывает зевоту, то в некоторых неожиданных местах отныне таится сюрприз для тех, кому повезет оказаться в пробке рядом с единственным в мире веном «Шевроле» с витражами вместо фонарей. В Америке, если ты что-то умеешь делать сам, ты сразу открываешь бизнес. На первом же светофоре к Линдси подскочили все, кто оказался позади ее машины, и сделали заказ на такие же витражи. Оказалось, что вокруг полно машин унылых настолько, что даже хозяева затосковали, и всем им пора потихоньку выбираться из смертной скуки. Примечательно, что несколько клиентов захотели себе точно такие же, то есть копию, согласившись на авторский дизайн Линдси Уондер. Зато остальные приготовились сделать рывок подальше от банальности с максимальным удалением и попросили разработать под них витражи индивидуального вида. Линдси Уондер, обитающая в субкультуре хотродинга, кокаина, байкерства и трэш-металла, размахнулась во всю ширь собственных пристрастий и представления о красоте, вызвав исключительное восхищение и увеличение заказов. Оказалось, что подальше от банальности норовят дистанцироваться неформальные, нестандартные люди, предварительно прожившие жизнь вне канонов и правил. Они стали главными заказчиками винтажных фонарей, будучи возмутителями спокойствия всю жизнь, но теперь еще и на светофоре. Линдси Уондер, мастер татуировок и витражей, отныне еще и мастер винтажных стоп-сигналов. Первая волна «Назад в будущее» не была удачной. Заново получился только Fiat 500. Жук и Мини не удались. Citroёn C2 никто и не заметил, не увидев в нем обещанного дэшво. Когда машина не оправдала и получилась не очень похожа на предка, приходится любить ее за технические характеристики, будто бы двигатель важнее ностальгии. Ни Жук, ни Мини не убедили и не выглядят достойными преемниками, превратившись в самостоятельные династии. Ну, как в любом дворянском семействе, где мало кто похож, но фамилия общая. Поэтому аргументы в их пользу лишь технические и начинаются со слова «зато». Зато мотор мощнее, зато управляемость лучше, зато места больше. Вторая серия «Назад в будущее» удается лучше. Начала Renault с двумя моделями, Renault 5 и Renault 4. Renault 5 получился. Главное, он похож. В нем в меру историчности и современности, добротный баланс ностальгии и прогресса. Понятно, что это именно Renault 5, но современное. Как ремейк в кинематографе, когда удачное кино заново переснимают ради следующего поколения, чтобы и у молодежи был тот же фильм, что любили родители, но свой и с другими актерами. Увидев реакцию публики, узнавшую в новой Renault 5 свою прежнюю любовь, французы предъявили концепт Renault Twingo, вновь задуманный как копия, но более современная. Ведь о том, что сейчас выпускается и продается Twingo третьего поколения, мало кто знает. Есть какая-то очередная маленькая машинка с таким же именем, но как выглядит, даже не вспомнишь. Зато следующий Twingo обещают сделать настоящим, как первую машину, с такими же лягушачьими глазками, только лучше и четырехдверную. Нечто подобное случилось с Пандой. Первый Fiat Panda 80-го года был выдающимся, второй отвратительным. В сторону третьего никто не обернулся. И когда вспоминают Панду, никто не имеет в виду никакую другую модель, кроме первой. Та Панда была во всем блеске итальянского умения делать красивые маленькие машинки, умильные, очаровательные, в случае с Пандой лучшие. Облик Панды создавал главный дизайнер планеты Земля Джорджетто Джуджаро. Поэтому на машину можно было любоваться, а не только ездить. При том, что ехала она отлично. А когда через 3 года после премьеры итальянцы с австрийцами и Штайр-Пух добавили ей полный привод, получился и вовсе грандиозный автомобильчик. Ничего подобного в то время в Европе никто не делал. Легковой полный привод случался только у взрослых. В игрушечном типоразмере Фиата воспринимался чудачеством. Стеллантис, владеющий живописной икебаной завявших цветов, сделал новую Панду. И она почти получилась. Итальянцы в этом не очень уверены, поэтому разместили по всей машине подсказки,
написав имя панды в неожиданных местах, выштамповкой на каждом борту, глубокими буквами на передней и задней дверях. Наложили на арки логотип «Фиата» и отдельно написали слово «Фиат» на задней стойке и на картах дверей. Внутри крошечную панду первого поколения они встроили в панель приборов под носом пассажира. Имя «Панда» нарисовали на спинках сидений и в привычном месте сзади на пятой двери. Играя в дизайн, с внутренней стороны этой двери итальянцы написали «Чао». Когда водитель будет ее закрывать, заодно прочитает реплику своей машины на прощание. Но спереди это не она, не та самая. Очевидно, что фамилия совпадает. Понятно, что родственница, дальняя. Чем-то похожа, но в основном нет. Зато по фигуре, как принято в семье, угловатая, слегка на цыпочках, такого же роста. Самая увлекательная интрига у Citroёна. После всех неудач он аккуратно заявил намерение опять воссоздать дэшво и начал подбрасывать картинки, всякий раз не кстати умолкая и не давая комментариев. Citroёn не определился, поэтому каждым вбросом изучает реакцию, надеясь угадать правильную дозировку. Но все сильнее желание Citroёна пойти вслед за Рено и воспроизвести главный элемент узнаваемости — фары. Они у дэшво торчали на кронштейнах, которые в 21 веке никто не позволит, но обыграть их можно, и только благодаря ним машина имеет шанс получиться. Такой же обсуждаемый в корпоративных спорах штрих к портрету — передние крылья. Понятно, что необходимы, нет ясности, какие именно. Нынешнее «Назад в будущее» затронуло только самые народные, недорогие, маленькие машинки. Воспроизводить близко к тексту 123-й «Мерседес» никто не собирается. Там все слишком солидно, чтобы опускаться до ностальгии. А в отделе детских игрушек озорство всегда к месту и находит понимание публики. Главный автомобиль Америки — Ford F-150, старший в семье фордовских пикапов. Для тех, кто заглядывается на F-150, но не покупает, есть то же самое, но чуть поменьше. Пикап Ranger и пикап Maverick. На подхвате не менее достойные родственники, но в кузове универсал. Мечта обывателя Bronco, мечта домохозяйки Explorer, мечта клерка Expedition. И даже на этом семья не заканчивается, поскольку для отставших, но мечтательных есть Escape, Edge, запасной Bronco Sport. Все брутальные, полноприводные, сильные. А у скромной семьи Рэм, насильственно изгнанной из подразделения Dodge, есть только большой пикап, который теперь непонятно как называется, но которого еще лет 30 будут называть по старинке Dodge Ram. Родственные узы скромно намекают, что к этому пикапу прилагаются два универсала — Dodge Durango и Dodge Hornet. Но они не случайно не называются Ram и пытаются сбиться в автономную группу, создавая иллюзорную семью самостоятельных кроссоверов. Durango — это легковой универсал с несущим кузовом и полным приводом, сделанный на платформе Mercedes V166, известный в первую очередь по модели ML. Dodge Hornet смешнее. Это совсем свежий родственник, ему пара лет от рождения, но на самом деле он не молодой американец, а старый итальянец. У себя дома автомобиль называется Alfa Romeo Tonale. Несмотря на заявленную свежесть, машина сделана на 20-летней смол-платформе номер 199 от Fiat Punto. На ней же в Америке делает вид ренегат, прикидывающийся настоящим джипом. И вот Dodge Ram справедливо решил, что в одиночку рыночные позиции не удержать, нужен еще один такой же брутальный и красивый пикап, чтобы как настоящий, но только поменьше и подешевле, типа конкурирующего Ford Maverick. Не очень доверяя своим талантам разработать машину, поручили бразильскому филиалу в надежде, что если пикап не получится, его оставят в Южной Америке и никому не скажут про него в Северной. Называется долгожданный младший брат Ram Rampage, буйный баран. И если не знать, куда смотреть, то это настоящий Dodge Ram, только чуть меньше, в длину почти как Maverick. Главная подсказка — вид сбоку. У машины кабина и кузов не две отдельные части, а единое целое. Rampage всегда с четырехдверной кабиной и всегда только с этим кузовом единственной длины.
имя Rampage взято с полки истории. В 1982 году так называлась одна из самых неудачных моделей в истории Крайслера. Это была легковая машина с кузовом Ute, то есть легковой пикап, выпиленный из Крайслера Omni 024, он же Simca Горизонт. Автомобиль мучительно выпускали 2 года, затем тихонько сняли с производства и запретили имя и воспоминания. С тех пор всякий Rampage дает повод насторожиться, тем более что возрожденная модель вновь сделана еще не попадя. Будучи новинкой для Америки, дома в Бразилии это давняя Fiat Toro, построенный на переднеприводной платформе джипа Compass. Кузов несущий, спереди Макферсон, сзади многорычажка, двигатель 2 литра. Обычный легковой автомобиль, увеличенный до размеров Америки. Разница в том, что Rampage красивый, смотрится не хуже старшего брата и приходит на рынок вовремя, поскольку Форды уже одолели и надо что-то делать. Но почему Америка перешла на легковушки под видом грузовиков со столь очевидным единым кузовом и управляемостью вместо проходимости и грузоподъемности? Ведь Америка, как никто, пикапы использует по назначению. Весомая часть клиентов всерьез попытается возить на них сено, дрова, мешки комбикорма. А тут легковая машина, независимая подвеска, 2 литра. Американцы долго не верили в этот тип машин. Они признают кузов Ute, благоговейно трепещут, вспоминая Chevrolet El Camino, Ford Ranchero, но затевать полный привод и грузить тюки с удобрениями не решались. Пока в 2021 году вперед не прорвались корейцы. Они специально для рынка США придумали нехарактерный для своей Кореи пикап Hyundai Santa Cruz. Корейцы не стали его как-то изощренно маскировать и наводить тень на плетень, а сразу сделали очевидно легковым, максимально модным, полагая, что красота и вправду спасет мир, а заодно и продажи. Красивая машина, как красивая девушка, сердца покоряет сама. Ford и Chrysler о намерениях корейцев знали заранее и готовились изо всех сил, но опередить Hyundai не сумели, и первым американское спокойствие возмутил корейский Santa Cruz. Не дожидаясь реакции рынка и результатов чужих продаж, Ford в том же году сделал свой ход легковой пикап Maverick. Запас плавучести Форда позволяет любые эксперименты. У Крайслера дела хуже, поэтому он так долго мялся в Бразилии и только теперь объявил на всю Америку о новом пикапе по имени Rampage. На случай, если кто-то и вправду отнесется к нему как к труженику, инвентарю и помощнику по хозяйству, предусмотрены 3 комплектации, одна из которых вполне пригодна для работы, остальные 2, чтобы гонять, в том числе очень быстро. Но основной аргумент в пользу этой модели такой же, как у корейцев. Это красивая машина, и она должна не столько работать, сколько нравиться. Но уверенности в правоте нет ни у Hyundai, ни у Ford, ни тем более у Chrysler. Поколение бабушек, умеющих отлично водить машину, пока еще не добралось до пенсии и миролюбиво водит детей в школу. Зато бабушки из них получатся забавные. В татуировках, пирсинге, глухие от постоянных наушников, заведомо рассеянные и с умением водить машину. Сегодняшние так не очень могут. В их молодости женщина за рулем считалась аномалией, ее место было в зоопарке, а не в автомобиле. Америка водить машину научилась 100 лет тому назад, и оба гендера, оставшихся после реформы Трампа, водят отлично, вне зависимости от возраста. Поэтому в Америке бабушка за рулем никого не удивляет. Но Энни Келлер из Иллинойса удивляет даже американцев. Ей 79 лет. Она изо всех сил старалась прожить добропорядочную жизнь провинциалки, соблюдая полагающиеся добродетели. Но домохозяйка из нее получилась не круглосуточная, а с перерывами. В юности у нее перед домом заасфальтировали дорогу, и на прямик отличного качества начали слетаться самые красивые парни округи на самых зажигательных машинах и упражняться в хот-родинге и дрэг-рейсинге. Красавцы с обложки оказались прямо под окнами и шикарно проводили время, показывая картинки реальности, превосходившие журнальные мечты. Энни научилась на слух отличать рядную шестерку от V8, Chevrolet от Форда, автомат от механики. А когда самый красивый парень на самой красивой машине, с самым красивым V8,
не только приветливо распахнул дверь, но и разрешил сесть за руль, Энни не растерялась и вместе с поцелуями впитала отменные навыки управления, быстрый разгон, управляемый занос и бернаут, превратившись в отличного водителя. Поскольку парни под окнами не заканчивались, Энни продолжала совершенствоваться, постепенно усугубив картину мира не только вождением, но и ремонтом. В машинах она разбиралась лучше многих, чем выводила из себя мужские компании офисных клерков и персонал дилерских центров. Как-то раз она пригнала свой Бьюик с требованием гарантийного ремонта. Приемщик отклонил ее жалобы, поскольку она женщина, в машинах не разбирается и максимум ее возможностей – умение варить суп. Энни засунула приемщика в машину и в 3 управляемых заноса максимально наглядно объяснила проблему. Приемщик вцепился в сиденье и, поскольку был не в состоянии кивнуть головой и тем самым подтвердить, что все понял и заявка принята, Энни для большей убедительности дала несколько дополнительных кругов по площадке, упражняясь в бернауте. Приемщика и необходимую деталь заменили безотлагательно. Сын Джейми с будущей профессией не терялся. У него гараж, где он не только чинит ширпотреб, но и тюнингует эксклюзив. Как-то по случаю он купил белый Cadillac Coupe de Ville 62 серии, 57 года выпуска. Тут в гараж заглянула мама. Примерила машину на себя, и они с сыном решили, что теперь это мамина машина. Ну, ее надо немного привести в порядок, кое-что поменять, переделать. Сын старательно улучшил конструкцию, и Энни получила не по возрасту стремительный автомобиль, удивляющий повадками. Седая бабушка за рулем белоснежного Кадиллака, раздающая боком и уходящая в точку, необычная соседка в потоке. Но пожилая Энни Америка удивляет не только эклектикой возраста и содержания. В свои 79 лет она выступает на состязаниях хот-родеров, крутит змейки, прописывает повороты в управляемом заносе, но ее самое любимое – бернаут. Это самая горячая бабушка страны, жгущая резину. Бабушка Энни коптит небо, как и предписывает возраст, но делает это буквально. Она записывается на все соревнования и каждые выходные возвращается домой в призах. Трибуны всякий раз не верят, но в итоге неистово аплодируют. Про себя она говорит, что сейчас у нее сезон глупостей, и она, как и полагается женщине, хочет оставаться заметной. Люди видят белые волосы, белую машину, сумасшедшую старушку, клубы белого дыма и просто сходят с ума, радуется Энни. Бабушка Келлер понимает свой возраст и помнит, что ей 79. Она в курсе, что прожила долгую жизнь, вырастила сына, у нее внуки, диагнозы, пенсия. Долгая жизнь утомляет. Поэтому белый Cadillac Coupe de Ville 1957 года ей необходим, как она говорит, для борьбы с переутомлением. Добрый день! Поздравляю вас с автомобильного музея Вильнюс. Сегодня будем рассказывать о технических возможностях автомобилей. Самое интересное, что мы стоим около кареты, которая, знаете, здесь как одноконная, двухконная. Чаще всего в музее задаем вопрос: так сколько лошадиных сил имела вот эта карета, которая была с 2 конями? Знаете, и что интересно, люди чаще всего отвечают, наверное, 99%, что 2 лошадиные силы. Но никто даже не подумает, что лошадь и лошадиные силы чуть-чуть разные дела. Просто одна лошадь, по зависимости от возраста, имела, и как мерили это все, имела около 14,5 лошадиных сил. Так знаете, если 2 лошади, это 29 лошадиных сил тащили вот такую карету 1890 года. Следующий экспонат, около которого хочу вам рассказать о моторе, развитии технических всяких данных, так это очень удивительный мотоцикл Вернер. И он интересен тем, что это были эмигранты из царской России, Францию, которые создавали вот такие братья, такие мотоциклы. Но еще интересно то, как этот мотоцикл вошел в историю один, как из первых, который уже в раме был установлен двигатель, и он был очень низко посажен, чтобы было
вес тяжести был бы при езде очень удобный. И эта пропорция, это такая компоновка до сих пор во всех мотоциклах используется. А сам Вернер, как нам сегодня уже ничего не говорит, но он еще в Риге в царское время производил Лехнер компании, по лицензии производили такие мотоциклы, назывались «Россия». А сам мотор, это удивительно, знаете, это один цилиндр. Один цилиндр дал возможность вот такому, как велосипеду, переходящему на мотоцикл, ехать. Так и рядом, который я вам хочу предложить посмотреть, это Cadillac 1905 года, нас тоже встречается с одним цилиндром. И вот видите, Cadillac, который 1905 года, он одноцилиндровый. Может, знаете, когда его заводят, он на ходу тоже у нас в музее, и когда заводим, он больше напоминает такие стационарные моторы, как Blackstone. Они такой, знаете, одноцилиндровый клюк-клюк-клюк, такой, вот знаете, звук. Но самое удивительное то, что много кто мешает, что думает, что мотор у него впереди. На самом деле этот мотор стоит вот сзади, а сам стартер, вот такой ручной стартер, вынимаемый из багажника, здесь вставляется, тогда мотор заводится и автомобиль начинает ехать. И переходим на 1909 год. Нас встречает в музее автомобиль Sears. Это не только исторически интересный автомобиль, но и очень интересный и сам своими техническими данными. Это уже двухцилиндровый автомобиль. Он расположен как в одном горизонтальном обое цилиндра. Заводится вот такой тоже простой ручкой. И, как видите, маленький, очень такой крошечный автомобиль, а уже двигается двумя цилиндрами. Следующий автомобиль, который хочу вам показать, это уже четырехцилиндровый двигатель имеет. Это Chrysler 1912 года. Уже как вот в это поколение уже появляется 4-6 цилиндров мотор, но еще, знаете, остается где-то 5 лет, 4-5 лет до того, как на Паккарде появится 12-цилиндровый мотор. И следующий автомобиль, которого в музее хочу вам показать, это очень, наверное, название всем знакомое, это Studebaker. Это около нас стоит Studebaker, которому даже в автомобильном моделе название Super Six. Это сразу говорит, что это шестерка, однорядная шестерка. И даже название своего автомобиля, вы видите, выдает сколько цилиндров в этом автомобиле. Но пройдет какое-то время, и Studebaker нас удивит очень красивыми автомобилями, как Studebaker Президент, где уже будет очень роскошные 7-литровые восьмерки в одном ряду. А этот автомобиль, знает, наверное, всех удивляет. Это Cord L29. Немного кордов моделей выпущено, только этот L29 и 810-812 модели. И это все гамма, которые выпускала Cord. Но самое удивительное то, что это как раз мы стоим около восьмерки в одном ряду, сделанном в локомобильном моторном заводе. Но это первый передведущий автомобиль американского роскошного класса. И как видите, это когда мотор ставился ближе к торпеде, а уже коробка передач спереди, он создает удивительный длинный капот, который дает очень красивые очертания этому автомобилю. И теперь приходим к такой очень красивой тройке, которая стоит у нас в музее. Это все автомобили, которые 1937 года. Это как Cadillac, Fleetwood в заводе сделаны, V12 Art Deco в стиле кузов. И около меня вот стоит Rolls-Royce Phantom 3. Это первый Rolls-Royce V12 мотором. И знаете, наверное, это может авиация подействовала, что как раз Meteor, эти были моторы, которые ставились на истребители. И вот этот V12, уже стоящий в Rolls-Royce, еще удивительный тем, что
это все сдублировано. Вы, когда обсматриваете этот мотор, вы увидите 24 свечи, это увидите 2 трамплера по 12, потому что Rolls-Royce всегда хотел выдержать свое слово. Он всегда говорил, что Rolls-Royce это самый лучший автомобиль в мире. Как я рассказывал, это как раз Packard сделал автомобиль в 1916 году уже с V12. Я стою около автомобиля, который тоже уже имеет V16, но это уже 1937 года. Но эти двигатели, которые сделали в 16-17 году, Twin Six назывался этот автомобиль Packard, это были удивительны тем, что только 20 лет было производство, как все автомобили появились на свет, а уже мир имел V12. Дальнейшее развитие двигателей, наверное, самое удивительное, это Marmon и Cadillac V16. Эти 16, когда вы теперь видите в Bugatti V16, вы удивляетесь, что человечество сумело создать такие двигатели. Но знаете, это было и в начале 30-х годов, это тоже были. Это удивительная компания Marmon, которая спешила создать, но потом их обогнали Cadillac V16. И в историю, как и Marmon, и Cadillac вошли с огромными моторами V16. И все такие произведения искусства и технической истории, знаете, вы можете увидеть в Вильнюсском автомобильном музее. Вопросы, ответы, реплики. Евгений Сахно. Ну, не знаю. Может, это для любителей бешеных Ямах бальзам на уши? Меня, например, пробирает от звука Каменса 14+, во всем диапазоне оборотов. Но самый кайф, когда даешь полный газ на нижних, средних под нагрузкой. И в эту симфонию вступает соло турбины Гаррет. Аж пробирает. Юрий Данилов. Сергей, долго выбирал себе авто, на котором поеду сквозь кризис. Выбрал не по экономичности, по надежности. Выбор пал на Шкоду Суперб 3. И только одно сомнение теперь терзает. Не многовато ли 220 лошадиных сил для переднего привода? Или просто мне стоит научиться ими пользоваться правильно? 220 – норма не только электричества в розетке, но и лошадиных сил под капотом. Большая мощность нужна не для того, чтобы гнать в предельную резвость, а чтобы получить разгонную динамику. Ну и, например, быстрее остальных увернуться от КАМАЗа. Александр Валевский. Сергей Асланян сказал, что Toyota потратила на разработку Lexus LFA пару миллиардов долларов и произвела 500 машин. Умножаю 500 на 375 тысяч, получаю 187,5 миллионов. Получается, Toyota работала себе в убыток. Бред. Это общепринятая практика – работать себе в убыток. Самый повседневный пример – Bugatti Veyron. Себестоимость каждого экземпляра начинается от 5 миллионов евро. Цена, по которой продавали, от 1 миллиона евро. Убыток на каждом экземпляре не менее 4 миллионов. И так все годы производства. На сегодня все. До свидания.